Приветствую всех, это небольшой обзор на плату усилителя ZK-2001 на чипе TPA3221. На бумаге у него много плюсов, большая мощность, и сегодня я это проверю. Также я впервые пробовал мерять АЧХ и гармонические искажения, и покажу вам результаты, а также сравню с TPA3118. Для начала посмотрим на комплект. В коробку положили бумажку с инструкцией, дальше такой трехжильный провод и сама плата усилка. Максимальное питание у него 30 вольт и заявлена мощность 100 плюс 100 ватт. По цене он мне вышел в $14, что вполне адекватно. По первому взгляду плата выглядит хорошо, пайка хорошая. Сзади есть схема подключения для мостового режима и назначение переключателей. Если первый тумблер включен, то работает мостовой режим. Если выключен, то обычный двухканальный. Если включен второй тумблер, то предусиление 28 дБ, а если отключен, то 38. Это полезно, если у вас слабый источник звука. Видно, что установлены неоригинальные операционные усилители 5532. Радиатор нормальный, и я откручу его, глянем на сам чип TPA3221. Термопасты китайцы не пожалели, и вот он сам чип. Что еще интересного, это микросхема защиты от щелчков, и ее я тоже проверю. Немного расскажу про испытательный стенд. Сигнал с программы идет на аудиокарту. С нее на усилитель, а потом уже на резисторы, и мощность меряется осциллографом. Частота работы шим 600 кГц. Что же, приступлю к замеру мощности. Подаю сигнал 1 кГц и постепенно добавляю громкость. Нагрузка 4 Ома, питание 28 вольт. Что я вижу? Это 15,5 вольт. Считаю по формуле и получается 60 ватт на канал, что очень даже неплохо. Теперь питание 24 вольта. В среднем на выходе 13,7 вольт. Это 47 ватт на канал. Замеряю АЧХ. Есть график. Видно, что низкие в принципе в порядке, а на высоких есть плавный завал на 3 дБ. Я думаю, это связано с выходным фильтром, он не совсем хорошо подобран. Ну и делаю замер гармонических искажений. На графике видно доминирующую третью гармонику. Общее искажение 0,44%, что является хорошим результатом. Не супер, но хорошо. Для сравнения я померил такой усилок, как TPA3118, и на экране показаны результаты, и они хуже. Меняю резисторы на 8 Ом. Питание 28 вольт. На выходе 16,4 вольта, что примерно 33 ватта. Тоже нормальный результат. Питание 24 вольта, выход примерно 13,5. Это 22 ватта. Мощность упала заметно. АЧХ на 8 Ом ровнее. Но завал на высоких есть, примерно 1 дБ. Это подтверждает мою теорию с неподходящим выходным фильтром. Он более рассчитан на 8-омную нагрузку. Искажение тоже ниже, 0,32. Также за кадром я померил мощность в мостовом режиме. И при питании 30 вольт на 4 Ома вышло 77 ватт. И наконец проверю хваленую систему против щелчков. Буду включать и выключать блок питания, и вы все увидите. I can see the stars reflecting. The empty towers made of steel. Everything but you is fading. I see your light. Take me away from me, beyond the stratosphere. When you tear up my horizon. То есть система работает, но только на включение, а при включении как раз происходит щелчок. Какую оценку я могу поставить? Сам усилок мне понравился, звук тоже. Есть небольшие завалы, но за его цену очень даже неплохое качество. Спасибо, что досмотрели этот ролик. Если вам нравится подобный формат тестов, то ставьте лайки и подписывайтесь. До новых встреч!